Так, ну, часто еще спрашивают, почему мы уехали из России и почему в Аргентину. Это два разных вопроса вообще. И сейчас попробую коротко об этом рассказать. Значит, первое, почему мы уехали из России? Во-первых, мы давно собирались куда-нибудь съездить пожить. Пожить мы хотели на теплое море, на океан, ну, куда-нибудь к большой воде. Вызов такой, челлендж, опыт, получить такой опыт иммиграции. То есть, как бы, если, например, он неудачный, то ничего страшного. Можно вернуть. Когда уже начались исследования инакомыслящих, мы уже стали гораздо серьезнее и гораздо быстрее рассматривать варианты миграции, вот разные. Мы уже хотели выехать из России, потому что, ну, ситуация уже катилась катастрофическая для нас лично, для нашей семьи. Мы уже стали бояться, потому что могли прийти забрать в любой момент. Поэтому мы стали переживать именно за семью. Плюс Россия стала закрываться от всего мира. Блин, вообще там был вариант, что вообще будет железный занавес, закроют. Вот, слава богу, нет, слава богу, до сих пор можно улетать из России. Но мы боялись, что границы совсем закроют и будет вообще никуда не выехать. Поэтому это тоже была одна из причин. Ну и война, и угроза, и всего там, то есть и все ужесточилось в разы просто. Это просто уже, грубо говоря, вынудило нас поторопиться. Вот. Является ли это главной причиной, ну, я не могу сказать, потому что мы и так собирались, но это одна из основных причин, почему мы уехали из России. Но базово это все равно, как бы даже если бы не было войны, мы бы все равно уехали, может быть, попозже, а может быть, никогда бы не собрались. Неизвестно, как бы сложилось, если бы не война. Война, грубо говоря, нас подстегнула к действию. Вот, собственно говоря, почему мы уехали из России, я вроде рассказал. Вот, почему Аргентина? Ну, мы рассматривали разные страны, и Аргентина вообще не была у нас в списке стран, куда мы собирались, хотели, вообще не рассматривали, даже такой вариант даже не рассматривали. Вот. Как мы пришли к этому, к Аргентине? Ну, я сначала расскажу, в какие страны мы хотели. Мы хотели Грузию, Армению. Это вот началась война, и там уже не это путешествие по миру, да, там уже просто выехать из России. Вот. И это хорошо, что рядышком. Там русскоязычная обстановка, то есть как бы плюс, да. Вот. В Армении минус то, что нету моря, но там есть озеро, большое огромное озеро. Вот. В принципе, в Грузии плюс то, что Черное море. Вот. Но опять же, Черное море, ну и Черное море. На Черном море мы были. Хотелось, ну, какой-то экзотик. Вот. Это плюс, конечно, но не самый большой плюс Грузии. То есть, в принципе, Грузия нам бы подошла, но Грузия, ну, немножко не то, скажем так. Вот, потому что, ну, по разным причинам. Вот, потому что, ну, не очень-то, во-первых, чувствуется миграция, потому что, ну, это родные прям, да, рядышком. Вот. Во-вторых, у них очень сложный язык, несмотря на то, что там, ну, как рассказывают, много русскоязычных и проблем с этим нету, но интегрироваться в грузинскоязычное пространство гораздо тяжелее, чем, ну, вот тоже испаноязычное, как мы интегрируемся здесь, в Аргентине. Ну и там, в Грузии, стали ограничивать тоже на въезд, ну, отказ без объяснения причин, то есть непонятно. Чаще всего это связано с какими-то медийными оппозиционерами, но, возможно, мы просто знаем только о них, потому что там ноунеймы не рассказывают, что типа вот, нам, допустим, газ выпустили, как бы это остается в каком-то там пузыре. Может быть и так. Вот. И в Грузии сложно легализоваться. Ну, я не знаю, собственно говоря, мы там узнавали, но были проблемы. Потом мы рассматривали Турцию. В Турцию мы бы, наверное, поехали, и это бы не случилось
начались отказы для русских. И случилось землетрясение, что тоже многих повергло в шок. Многие из Турции поэтому перебрались в Аргентину, потому что здесь землетрясения нет. Здесь землетрясение в Чили, это далековато, ну вот от побережья, от этого. То есть как бы совсем в Аргентине нету землетрясений, это неправда. Но вот на восточном побережье, это Буэнос-Айрес, Мар-дель-Плата, ну и так далее, землетрясения нету. Вот. Но главная причина даже не землетрясение, а главная причина в том, что там с легализацией начались проблемы. Ну и, собственно говоря, мы выбрали... Вообще мы планировали в Испанию еще до войны, потому что там проще всего с легализацией можно получить ВНЖ через 3 года проживания, даже нелегально. Вот, и можно нелегально жить. Это примерно как в Аргентине, только немножко пожестче. В Аргентине с этим вообще просто. Вот из Аргентины практически нету депортации. Это нужно очень постараться. И некоторые наши сограждане умудрились в этом преуспеть. Вот, но базово депортации в Аргентине нету. Легализация гораздо проще. Вот, мы планировали в Испанию, но выбрали мы Аргентину. В Испанию мы не выбрали, потому что перестали выдавать туристические визы в Евросоюз. Вот. И мы испугались и даже не стали пробовать. Но потом мы узнали, что все-таки туристические визы можно было и получить. То есть это проблема, но не такая сильная. Собственно говоря, перехожу к самому главному, почему мы выбрали Аргентину. Самое главное это легализация. Честно, это легализация. Потому что здесь практически, я уже говорил, что нету депортации. Вот, можно жить нелегально, к тебе никто не будет приставать. Можно пользоваться, ходить в школу. Можно получать медицинские услуги бесплатно. Вот, они всем оказывают, сейчас пытаются пересмотреть правила. Но пока базово, что медицинские услуги ты получаешь бесплатно. Базовые медицинские услуги, там, естественно, там какие-то дорогущие операции тебе бесплатно не буду делать. Вот. Есть страховая медицина. Я, правда, еще до конца не разобрался, как она правильно работает, или неправильно, или как она работает вообще. Вот. Но как бы страховки позволяют сократить медицинское обслуживание. Это как вот американская система. Вот. Ты можешь без них, а можешь с ними. Вот. Можешь рисковать без страховок. Это как ОСАГО, например. Как каска, да? Ты ОСАГО делаешь обязательно, а каска не обязательно. И уже на твой страховку. То есть, если прилетает по твоей вине авария, да, ты чинишь за свой счет. Со здоровьем, конечно, эта рулетка гораздо жестче, но, тем не менее, есть такой вариант. Почему еще Аргентина? Потому что это далекая и интересная страна. Мы бы ни за что бы, наверное, никогда бы не собрались ехать в Аргентину попутешествовать, потому что это очень далеко. Вот. Нет, может быть. То есть вероятность мало. Мы хотели попробовать, прям вот на другой конец света, в другом полушарии, прям все другое, другие времена года. Очень интересно, очень контрастно по сравнению с Европой и с Россией. Плюс это все-таки Америка. И тут очень много именно вот американского вайба, который в США. Здесь есть в Аргентине. Но и она сильно отличается, потому что США, она более такая была капиталистическая. И здесь очень сильны социалисты. Социалистические взгляды очень сильно распространены в Латинской Америке. Еще Аргентина мы выбрали из-за океана, потому что, я говорил, что нам важна большая вода. То есть мы хотели большую воду, жить и большой воды. Вот. Именно поэтому мы живем в Мар-дель-Плата. Это основной курорт Аргентины. В Буэнос-Айресе океана нет. Там большая река, и она очень грязная, и они там в ней не купаются. Она грязная, потому что там вымывают ил из реки, из Риа-Плата.
Вот. И поэтому там вода такая коричневая. То есть они там даже не купаются, вот они ездят на океан, подальше от Буэнос-Айреса. В принципе, вот поэтому мы уехали из России, уехали в Аргентину. Из России, потому что ситуация ухудшается, вот, и экономическая, и политическая, и социальная, и какая угодно. Вот. А в Аргентину, потому что самая простая легализация, интересная страна, большая страна, красивая страна. Как-то так.